Привет! Думаю, эти наушники в представлении не нуждаются. Да-да, это те самые уже легендарные Redmi AirDots первого поколения еще из первых партий, что продавались с логотипом Mi на крышке кейса. Они до сих пор живее всех живых и, как выяснилось, до сих пор довольно неплохо продаются. Мой экземпляр датирован маем 2019 года, и с того времени Redmi предпринимали уже несколько попыток повторить тот свой первоначальный успех. Их последнюю попытку в виде AirDots 3 я считаю самой неудачной, потому как философия лоукоста этой моделью была полностью нарушена. Но сегодня речь пойдет об уже новой линейке Buds. И вот как по мне, их новые наушники Redmi Buds 3 Lite это не что иное, как довольно удачная работа над передзапуском первых AirDots'ов. Несмотря на то, что в новинке используется довольно дешевый пластик, кейс и сами наушники собраны очень качественно. В особенности порадовало, как открывается крышка. Петля здесь хоть и пластиковая, но в нее встроен своеобразный доводчик-фиксатор, который не дает крышке болтаться в открытом положении и плотно ее сдерживает в закрытом. На передней стороне кейса встроен единственный статусный светодиод состояния, который оповещает лишь о процессе зарядки по проводу. Узнать остаточное количество энергии в аккумуляторном блоке кейса, к сожалению, никак нельзя. К слову сказать, производитель не положил в комплект даже коротенького кабеля для зарядки, так что придется использовать свой с интерфейсом подключения USB Type-C. Внешне сами наушники очень похожи по форме на таковые в модели QCY T17, и визуально даже может показаться, что размеры у них одинаковые. Однако на самом деле корпуса у Buds 3 Lite меньше, и сидят наушники в ушах еще комфортнее. Я бы даже отметил, что их форма настолько удачная, что эти наушники прекрасно подойдут даже людям с маленькими ушными каналами и раковинами. По этой части Redmi действительно сделали более универсальный вариант. Так что тем, у кого имеются проблемы с посадкой наушников стандартных размеров, эта модель определенно сможет подойти. Звуководы у наушников длинные и обеспечивают хорошую доставку звука точно в цель. Комплектные амбушюры хоть и немного жестковатые, но менять я их не стал. Должное уплотнение они обеспечивают, в отличие от тех же родных насадок в QCY T17. Здесь, как и в вышеупомянутой модели, также присутствуют силиконовые уплотнительные кольца с упорами, только дополнительно в комплект положили еще две пары запасных, с размерами плавников чуть поменьше. За передачу звука в наушниках отвечает единственный аудиокодек SBC, но не спеши расстраиваться, ведь качество от этого не страдает. Опять же, в сравнении с моделью T17 могу сказать, что играет новинка от Redmi на том же весьма хорошем уровне. Есть хороший негулкий бас, отчетливые средние частоты и незвенящие верхушки, а ЧХ классическая с легким прогибом в середине. Подобная частотная картина подойдет под множество популярных жанров музыки. Разумеется, инструментал или же, к примеру, джазовые импровизации наушники скорее всего полноценно не раскроют. Но современные композиции, в особенности для неискушенного пользователя, отыграют на ура. Что же касается абсолютной громкости, то тут запаса не так уж и много. Да, наушники не тихие, особенно в сравнении с теми же Redmi AirDots 3, но вот, к примеру, лично мой комфортный уровень в этой модели составляет 90-100%. При этом я хотел бы уточнить, что люблю я слушать музыку очень громко, а здесь это можно сделать спокойно, ведь частоты на максималках не кошеварят. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники отыграли 3 часа и 32 минуты, что в целом, конечно, превосходным результатом не назовешь, но учитывая их размер, видимо, аккумуляторы побольше туда уже не влезали. Из не очень приятных моментов меня немного огорчило управление медиаплеером. Функции зашиты здесь на постоянку и переназначить жесты никак нельзя, программы для настройки не предусмотрено. Поставить трек на паузу или возобновить прослушивание можно, удерживая палец на сенсоре в течение 2 секунд. С одной стороны, решение довольно странное, а вот с другой считай, что мисклики сведены к минимуму. Второй момент – переключение треков. По какой-то причине, что на правом, что на левом, по двойному касанию перемотка происходит только вперед. Включить предыдущую композицию с наушников никак нельзя. Тройной тап на любом из наушников позволяет вызвать голосового ассистента, а вот если одновременно зажать и удерживать пару секунд оба наушника, то включится встроенный игровой режим. По моим замерам в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile при активированном игровом режиме интервал по задержке получился от 120 до 200 миллисекунд, что в целом выглядит лучше, чем у прямого конкурента QCY T17, но не настолько, чтобы говорить об ее полном отсутствии. Да, конечно, это уже чуть ли не 1/10 доли секунды, но все же пока для профи это еще не вариант. За работу со смартфоном отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. В
период тестирования и эксплуатации никаких даже мелких обрывов, рассинхронов между собой и прочих сбоев я в этих наушниках не наблюдал на протяжении всего периода тестирования. Ну а сейчас я предлагаю послушать, как отрабатывают встроенные в наушники микрофоны. И вот по этой дисциплине мне показалось, что в сравнении с наушниками QCY у моделей полнейший паритет. Проверяем работу микрофонов в наушниках Redmi Buds 3 Lite. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. И сюда порывами начинает задувать ветер, довольно сильными такими порывами. Есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Это проспект Мира, очень шумная улица. При всем при этом можно примерно понять, как работает шумодава в этих наушниках при вот таком сценарии использования. В общем, как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Таким вот образом, потихонечку она набирает обороты. И уже буквально через 5-6 секунд в машине будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. В условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы при вот таком сценарии использования. Если, допустим, ты будешь с кем-то разговаривать по телефону с помощью этих наушников, находясь в каком-то, допустим, очень шумном помещении. Источник шума у меня находится в 30 где-то сантиметрах от меня. Это вот печка, да, которая выдувает такой вот горячий воздух. Ну и вот так вот отрабатывают здесь шумодавы. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках Redmi Buds 3 Lite, ну и дальнейшее, то есть как угодно их можно называть. Сейчас вот мне в лицо дует такой сильный довольно ветер, плюс шум на дороге небольшой есть. Вот так они выглядят в ушах, вот таким вот образом. Сидят очень хорошо, пассивная шумоизоляция у них, наверное, на уровне, как и у T13 от QCY, ну, наверное, примерно как-то так, то есть хорошо, плотно сидят. Удобно. И плюс они сами по себе корпуса компактные, как я в принципе в ролике и говорил. В целом мне нравится, как сделали Redmi эту модель, потому что она такая бюджетная, но довольно качественно собрана. В общем, как-то так отрабатывают микрофоны при таких условиях. Ну, а я буду продолжать свой обзор дальше. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что несмотря на всю свою внешнюю невзрачность, по крайней мере по части кейса уж точно со мной спорить никто не будет, лично мне Redmi Buds 3 Lite понравились больше, чем QCY T17. Не знаю, но что-то в них такое есть, что меня цепляет, даже несмотря на хаос в управлении плеером. Возможно, я сейчас ошибаюсь, но есть стойкое ощущение того, что как только на рынке появится глобальная версия этих наушников, а сейчас на руках у меня китайская, и как только их начнут продавать повсеместно, то у Redmi Buds 3 Lite есть все шансы повторить успех первых AirDots. Думаю, многие, кто уже купил себе эти наушники, кто их послушал и потестировал, со мной согласятся, ведь когда-то и у Redmi AirDots тоже было много ненавистников, но это не помешало им быть лидерами рынка в бюджетном сегменте на протяжении долгого времени. Что же, вот на этой прекрасной ноте мой обзор подошел к концу. Я благодарю тебя за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.